Дорогие друзья, у нас сегодня на канале Алексей Тащев. Алексей у нас древние профессии, он хиромант, у него уже 15 лет опыта работы в этой области. И когда я готовился к этому подкасту, я просмотрел огромное количество историй на эту тематику, какие-то есть уже приложения, связанные с искусственным интеллектом, и мне показалось, что эта профессия уже вот-вот умрет, что искусственный интеллект, скорее всего, именно эту профессию заменит. И я решил поговорить с Алексеем и действительно посмотреть, эта профессия все-таки про то, как правильно читать какие-то знаки на руках, или здесь есть что-то больше, есть какая-то глубина. Вот, Алексей, наверное, первый вопрос, да, вот хиромантия, что это такое? Здравствуйте. Хиромантия — это чтение по рукам событий. То есть определенные знаки на руках у нас есть, как дактилоскопия. То есть весь рисунок индивидуальный. И здесь то же самое. То есть по отпечаткам рук, по линиям на руках мы можем смотреть события в прошлом, которые происходили, в нынешнем и в будущем. То есть получается, что вот почему я по-другому немножко, ребята, объясню, я отношусь к этой именно профессии, в отличие от других, наверное, практик эзотерических, да, скажем, здесь как-то можно это подтвердить. Здесь можно реально почитать по руке, какие-то сопоставить события, какие-то линии, и вот в это я еще как-то верю. Все, что касается астрономии, там, каких-то водяных знаков, какие-то планеты, это абсолютно не со мной, я в это не верю. Но, возможно, у нас будут гости, которые нас переубедят в будущем, но на сегодняшний день, вот я считаю, что хиромантия, наверное, это один из немногих вот моментов, где можно хоть как-то, по крайней мере, сопоставить факты, правильно? Да, совершенно верно. Вот я же поэтому говорю, что дактилоскопия. То есть сначала изначально, там еще 100 лет назад, 200 лет назад, это была псевдонаука. Но потом у каждого отпечаток, у каждого человека, он индивидуален. По отпечаткам даже ищут преступников. Если бы они искали, то есть если бы это было бы неправильно, то есть они бы не искали бы. Вот то же самое здесь. Да, я с вами согласен. Я даже когда-то вот читал интересные документы, что Александр Македонский, к примеру, выбирал офицеров именно вот по знакам руки, Совершенно. лидеров вот выбирают. На самом деле, вот я предполагаю, что у вас уже, насколько я помню, если у вас 15 лет опыта работы, ну, наверное, тысяч, наверное, 8-9 у вас точно уже прошло клиентов за это время. Ну да, больше 10 000 у меня прошло клиентов, и поэтому... Да. А по поводу македонского соглашусь, потому что по форме руки можно сказать, насколько человек именно может занимать ту или иную должность, я имею в виду начальствующий. То есть можно узнать, человек практичный или нет, или просто там говорит слово и не выполняет. То есть это все можно узнать по форме руки. То есть, по сути дела, наша рука и отражает наше какое-то прошлое или будущее, или все-таки настоящее. Вот как к этому относиться? Смотрите, скажу сразу, что наша жизнь — это такой определенный трек. По этому треку есть определенные маркеры. Маркеры — это судьбоносные моменты событий, которые неизбежны в нашей жизни. Вот они должны быть. Как мы к ним подойдем, через лево, через право, это вопрос другой уже. Вот. То же самое на руках. У нас есть судьбоносные знаки, а есть знаки возможности. То есть отпечатывается в любом случае, то есть у нас левая рука — это то, что нам дано, то, что заложено изначально, правая — то, что происходит здесь, сейчас. То есть есть определенные моменты, скажем так, базовой настройки. Это левая рука. Но у нас же человек не всегда идет так, как нужно. Соответственно, у нас линии на руках меняются в зависимости от того, куда и как человек двигается. То есть получается, что в моменте мы можем посмотреть руку, у нас может быть один вид событий, а по факту, там, пройдя, может быть, там полгода, что-то видоизменилось, какие-то новые значения, это может поменяться. Это, в принципе, объективно правильно, да? Конечно, вот смотрите, вот допустим, вот сейчас мы выходим из этого здания, идем налево, там, ну, и есть у нас определенная точка, где мы должны там в каком-то парке встретиться. Мы выходим из здания, идем налево и едем прям по прямой, ну, минут 15 до этого парка, до этого места встречи. То есть место встречи — это маркер как раз, то, что должно быть. Но мы можем пойти не налево, а направо и пойти через другой парк в этот. И вот когда мы пойдем направо, мы можем попасть в ДТП, мы можем кого-то встретить. То есть через определенные события, но мы в любом случае окажемся в точке маркера.
Мгм. Ну, это, в принципе, получается, что если мы говорим про какие-то знаменитые там или знаменательные встречи, да, вот мы знаем, что там кто-то должен встретиться. Ну, ребята, вы сами в интернете найдете, это огромное количество информации на эту тему. Но, к примеру, давайте возьмем обычного человека. Если ему суждено встретить свою судьбу, к примеру, там Да, супруга супругу, да, там да, суждено там кого-то встретить по работе, там по каким-то бизнес-проектам, то, скорее всего, это произойдет. И это можно как-то просмотреть. конечно. А есть отпечатки, которые вот невозможно стереть. Они вот точно должны случиться, и они не могут видоизмениться никак. Вот. Это судьбоносные моменты, знаки. Но, допустим, вот, к примеру, линии жизни. Когда она разрывается, это прям судьбоносный момент и знак, это 90%, то, что у человека в жизни должен быть развод, разрыв отношений. Это по судьбе. Смерть партнера тоже развод. То есть в любом случае произойдет развод и разрыв в отношениях. Мгм. Но есть же знаки возможности. То есть это как раз то, что человек сам будет принимать решение, разводиться, не разводиться. Он может себе наступить на горло и не разводиться, правильно же ведь? А есть судьбоносный знак. Вот это То из есть, по этой сути серии. дела, он, если разрыв, то, возможно, смерть человека, да? Он, Возможно, смерть, возможно, да. он не хочет разводиться, там, к примеру, не хочет Да, там расставаться с да, бизнес-партнером, либо с любимой работой, но там компания обанкротилась, исчезла, да? Там да, человек, да, возможно, умер, да. да? И все равно разрыв будет. Хочет он этого, либо не хочет. Конечно, да. То есть это как раз именно разрыв по судьбе, который вот в любом случае произойдет. А как вот эту судьбу вообще объяснить? Вот я пытаюсь понять, если это вот высчитана вот эта вот наша судьба на руке, кто это сделал, по вашему мнению? Почему именно так? Но это высшие силы, и я не знаю, как хотите называйте, Бог, еще кто-то, то есть абсолютно, все по-разному называют. Но прям буквально вчера смотрел ролик один, спецслужбы проводили исследования в одной из стран. Проводили исследования, они брали 20 человек, вводили в гипноз по поводу прошлых жизней. И потом они делали исследования и находили людей. Человек, который находился в гипнозе, он давал данные, где живет, фамилия, имя, отчество, и подтверждались. Вот в том эксперименте участвовало 20 человек, и 12 человек они потом нашли. То есть мы не один раз приходим на эту землю. То есть, по сути дела, вот люди, которые чувствуют, что они живут точно не один раз, особенно вот сейчас, вот в эпоху почему-то Водолея, вот это прям обострилось, да? Как-то Да, вот раньше, я вот даже помню, там, в 90-е, как-то люди к этому относились, возможно, не сильно серьезно, либо это была эпоха Советского Союза, но смысл был в том, что это не было настолько как бы интересно, да, не вызывал такой огромный резонанс. Сейчас у нас появились камеры, оцифровки, вот сейчас появился искусственный интеллект, и уже что-то можно подтвердить на самом деле, что-то можно опровергнуть. И вот то, что самое интересное, что хиромантия, мне кажется, это вот именно та наука, где искусственный интеллект в принципе может стать либо хорошим помощником, либо вообще заменить эту профессию. Вот на ваше усмотрение, что помимо вот чтения знаков, да, хиромант, вот чем он должен обладать? ну я считаю, что это мое мнение, да, что человек, неважно в какой профессии, он, ну если мы берем вот это направление, то есть эзотерическое, хиромантия, там, физиогномика, человек должен, у него должен быть присутствовать несколько инструментов работы. С одним инструментом работать неправильно, потому что одно другое нужно подтверждать и проверять. Это как три разных мнения, по сути дела, да, Да, получается. И да, где-то из них, наверное, процентов 70-75, скорее всего, будет верно, да? да. Либо наоборот, оно будет неверно, и тогда вы понимаете, что где-то что-то не работает. Ну, это так люди применяют это в бизнес-практике, все знают, есть 3-4 консультанта, у каждого президента есть огромное количество советников, он Да, никогда не принимает решения, базируясь только на одном совете, он совершенно старается верно. найти там 12-15 человек, они где-то потом выработать некую, наверное, систему вероятностей. Скажите, по системе вероятностей именно хиромантии, как часто вот совершаются ошибки? Вот что вот предсказывали, что, наверное, не сбылось? Даже не предсказывали, а вот что видели, что не сбывалось? Ну, всегда есть, конечно, мы живые люди, и всегда могут быть ошибки. У нас нет ни одного человека на земном шарике, который не делал ошибок. Ну, не бывает таких людей, не существует. Всегда есть какая-то погрешность, да. Говорить про какие-то ошибки, да, возможно. И я тоже совершал ошибки, не отрицаю этого. Но в большинстве случаев это как раз правдивая информация, потому что, занимаясь больше 15 лет, и прежде чем говорить прям точно, здесь изначально нужно все это продатировать. Мгм. И уже с большей вероятностью точности мы как раз можем говорить по определенным событиям. Можно говорить по поводу характеристик человека.
но человек же приходит за какими-то определенными фактами, за каким-то, то есть, советом, там, допустим, что у меня будет происходить в этом году, да? И вот чтобы Мгм. как раз именно просмотреть этот год, нужно как раз ориентироваться. Что касается ошибок, да, бывают, да, могут быть, и это не исключение. И это опять-таки может быть подтверждение того, что у нас есть определенный маркер, и человек может подойти разными путями. Он же не пошел по одному пути. Мгм. То есть я ну, можно назвать себя специалистом, я предлагаю несколько вариантов работы, то есть направления. А куда как человек пойдет, это уже самому человеку решать. То есть он же может пойти не налево, а направо ведь. То есть вы, по сути дела, говорите ему, где он окажется, ну, а уже путь, как или маршрут даже, Конечно, он выстраивает сам. конечно, он сам должен выбирать. И поэтому здесь может показаться, что я говорю про ошибки, то есть то, что там не получилось. Но это же человек выбрал. И с одной стороны, хорошо, я никогда не говорю и не считаю, что есть какие-то плохие негативные знаки на руке. Это как раз для того, чтобы человек себя прорабатывал. По поводу того, что все меняется, и вот эра Водолея, да, у нас на руках постоянно все меняется, люди развиваются. Если в 90-х годах там это были в основном люди, которые, ну, не хочу говорить какие-то моменты такие, что люди не были развиты, да, но это были в основном люди, которым нужно было больше работать на природе, все, что связано с природой, вот такого плана. Потом у нас были учителя, это не учителя, люди, которые должны помогать другим, потому что мы находимся по ступенькам в своем развитии. Самая высшая ступенька — это те люди, те души, которые умудренные опытом и знаниями, и они должны передавать свои знания и умения. Вот сейчас как раз, это уже лет, наверное, 5, пошли вот эти вот люди, которые должны передавать свои знания и умения. То есть они уже умудренные опытом. То есть это как бы новые души, они были где-то в других мирах, и они сейчас приходят, либо как это Да, вот либо позиционируется? были в других мирах, либо здесь уже приходили не один раз, то есть набирались опыта. И сейчас очень много там разных семинаров, ретритов, курсов. И вот как раз люди, которые должны передавать свои знания и умения, они любят ходить по этим разным семинарам и курсам, потому что они в себя впитывают знания. То есть, по сути дела, мы сейчас находимся в такой атмосфере. То есть, это, по сути дела, это какая-то некая новая культура, да, некая эко-культура, потому что я этого раньше не видел в таком большом объеме, что, ну, это существовало, но не столько сильно привлекало. В том числе про питание. Я вот, допустим, знаю, есть книги там 100-летней давности, где описывается, как правильно питаться, и не об одном и том же. Ешь вот это и вот Да, это. Сейчас у нас куча роликов по YouTube, они говорят одно и то же, но эти знания были доступны. Но время пришло этим знаниям, не знаю, уйти в массы, наверное. совершенно верно, да. У нас все новое — это хорошо забытое старое. Просто надо было читать книжку. Сейчас проще посмотреть ролик, потому что все это в доступе. Но, допустим, по той же самой хиромантии нужна мне какая-то информация новая. Я захожу в книжный, покупаю книжку из одного абзаца, либо одного предложения. Все, вся информация одна и та же. А может ли вообще искусственный интеллект улучшить эту профессию? Вот наверняка есть знания, которые вот есть в книгах, чего-то наверняка мы однозначно не знаем. Сопоставить некоторые новые факты, линии, то есть судьбы. Вот я отношусь к этому, вот к искусственному интеллекту, что это некий бустер, потому что он, по сути дела, не только помощник, но он, возможно, откроет много всего нового. И он уже это делает сегодня. Да, это может помогать. Ну, я имею в виду интеллект, может помогать. Но опять-таки с искусственным интеллектом должен работать специалист. Просто так взять мы можем посмотреть. Существовало много приложений, там еще тех же самых 5 лет назад делались приложения через всякие магазины. Но это же опять-таки чисто вот там форма руки, направление линий и все. Мелкие знаки не учитывались. Мгм. Но приложения сейчас эти уже не работают. Они есть как факт, то есть люди к ним не обращаются. То есть, по сути дела, они говорят об одном и том же, не Да, углубляясь в информацию. То есть, по сути, да, да, я с вами согласен. Ребята, я думаю, что искусственный интеллект — это все-таки работа профессионала с профессиональными инструментами. AI — это профессиональный инструмент, да, это не просто молоток, да, это, скорее всего, там трактор, возможно, завод, а возможно, целая система. Там должен сидеть серьезный оператор, который действительно помогает, обучает, делает лучше. Поэтому я считаю, что в принципе, работа, в том числе и профессия хиромантии плюс искусственный интеллект, она даст свои новые плоды. Мы знаем о том, что искусственный интеллект может
обрабатывать огромное количество данных, да, Мгм. вот, и наверняка есть какие-то вот неизученные моменты в хиромантии, да, вот в Да, каждой профессии они не изучены, не да, все книги написаны, да. согласен. Вы думаете, это вот именно новый момент для новых открытий, да, как профессионалу? Вам интересно с этой технологией поработать? Или все-таки есть опора на старые знания, и они важны? Нет, опора на старые знания, они важны. Но я в хиромантии больше 15 лет, и я каждый раз, мне все интереснее и интереснее, потому что в любой сфере, я считаю, что это вот в любой сфере можно развиваться и учиться всю жизнь. То есть нельзя получить знания, допустим, взять того же самого врача. Он отучился 7 лет, но он же развивается, с каждым пациентом он развивается. То же самое и здесь. Есть развитие. Если есть какие-то моменты, то, что может подсказать искусственный интеллект, я только за, не вопрос. Это даже хорошо, потому что это и есть момент обучения. Если говорить о том, что насколько он бездушный, либо еще что-то, ну, допустим, вот смотрите, это к работе по поводу то, что специалист должен работать. Вот какая-нибудь девочка обратилась к искусственному интеллекту по поводу отношений. Ей искусственный интеллект говорит, что там в 18 ты выйдешь замуж, в 22 ты родишь. В 22 родишь, а в 23 ты разведешься. То есть он прям говорит жестко и прям по факту. Это хорошо, это здорово. Но она сидит и говорит, я разведусь в 23, в 22 я рожу. А зачем мне выходить замуж и рожать ребенка, если я разведусь, я буду матерью-одиночкой? Логично? То есть сам подход такой другой должен быть, Конечно. получается, да. Или же по поводу смерти. Допустим, на какой-нибудь войне человек, солдат, обратился к искусственному интеллекту по поводу того, когда я умру. Ему говорят, что там искусственный интеллект, там, у тебя есть знаки и точки смерти там, через месяц. Он сидит и думает, если я умру, а зачем мне вообще воевать? Пойду-ка я еще и денег за это заработаю и подорву штаб свой. То есть это такая больше даже психологическая работа с самим человеком, когда вы рассказываете про некие знаки судьбы, вы, наверное, чувствуете человека, что можно ему Конечно. рассказать, в какой момент. Вот этот коннект, на самом деле, приборы очень сильно теряют. Да, они могут по факту вам что-то рассказать, Да, но вдруг человек очень сильно переживает, приходит, ему, возможно, о совершенно верно. чем-то знать не нужно. Да, да, то же самое по поводу смерти. Если у человека, то есть специалист, хороший специалист, он никогда не будет говорить точную дату смерти. Во-первых, мы все живые люди, мы можем ошибаться, не вопрос. Но второе, это этическая сторона вопроса. То есть, если человек там, психоэмоционально не очень, скажем так, в порядке, то он будет накручивать эту ситуацию. И, соответственно, он еще больше подведет к себе именно вот этот момент смерти. Мгм. А искусственный интеллект, он прям четко говорит, тогда, 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 все. И здесь нужно прям действительно считывать человека хорошо, как он себя поведет. Понятно. А вот знаки сами, да, мы же одно и то же, два человека, 3, 10 смотрят на один и тот же, допустим, знак и Так, трактуют его по-разному. Я предполагаю, что здесь есть некоторая авторская методика, когда вы уже просмотрели 10 тысяч человек, 10 да, тысяч рук. И я знаю, что у вас были знаменитости тоже, вот, были. были. Вот, вы уже насмотренный человек, и вы понимаете, что у вас есть некий свой личный подход, да? Мгм. И, по сути дела, если у вас был бы свой личный искусственный интеллект, и вы передавали бы ему знания, то это был бы ваш авторский подход к этой профессии, потому что вот вы трактуете знаки вот так. Другой человек, там, у нас же института нет хиромантии какого-то Да, общепризнанного, в принципе, такой науки, вот прям, чтобы на нее можно было опираться, что да, именно вот так. да. Смотрите, сразу же по поводу хиромантии. Есть же западная школа, есть индийская школа, есть ведическая хиромантия, то есть все по-разному. И как раз, конечно, согласен, что каждый специалист смотрит по-своему. И каждый специалист по-своему хорош. Я, допустим, вот двигаюсь вот больше 15 лет, я сначала один какой-то знак, который появился на руке, я его проверяю на себе, на своих близких, на родных проверяю, а потом уже я уже начинаю говорить людям, которые ко мне приходят на консультации. Это, в принципе, хирург, который нашел новый момент лечения той или иной болезни. Совершенно Потому верно. что я вот считаю, что хирургия это достаточно такая очень серьезная профессия, и там люди постоянно развиваются. Да, Все профессии интересные, серьезные, но есть прям профессии, которые работают на вот гребешке с жизнью, да, вот где прям одна маленькая ошибка, человек может умереть. И вот когда они осваивают новые практики, наверняка они недоступны, их нужно где-то
там, скажем, обучить кого-то. Чтобы обучить, нужно сначала их хорошо раскрыть. Поэтому авторские методики с применением искусственного интеллекта, они могут быть просто круче. Допустим, там ваше, ну, не приложение, Да. а какая-то искусственный интеллект, который может, допустим, просматривать огромное количество рук и с вашей авторской методикой, грубо говоря, да, какие-то знаки рассказать, возможно, даже с вашей подачей. Я про это то, что я говорю, что, скорее всего, AI, он больше дает возможность массам людей получать тот же самый сервис, да, в то время, когда им удобно. Здесь больше момент в том, что вы на всех же не можете, да, мы вас не можем расклонировать, да, и чем больше людей интересуются этой же профессией, даже не профессией, а вот этим вот знанием, да, они там обращаются на какие-то вот там сервисы, пытаются сами, самое плохое, когда они могут сами, пытаются сами что-то прочитать. Я с таким сталкиваюсь постоянно. Люди пытаются прочитать сами, лезут в какие-то там карты Таро. Это ужас какой-то. Мне кажется, это просто бессмысленное, особенно карты Таро, что-то самое бессмысленное, на мой взгляд. Вот, отдельный ролик на эту тему мы сделаем, ребятам. Потому что это для меня какая-то просто тема очень, скажем так, вообще карты Таро для меня очень странная тема. Но смысл в том, что вот в хиромантии, возвращаясь сюда, мы же не можем, допустим, вот у вас времени не хватает, но человеку нужно прямо сегодня, он находится там в другой стране, в другом мире. То есть это как вот с переводчиками, да, к примеру, которые сейчас делают компания, Да. это, да, известная, переводят там с английского на испанский, да, там с испанского в тот же самый момент, когда это нужно. Скажите, вот хиромантия, да, это вот, как вы сказали, да, отпечатки пальцев, это все-таки на сегодняшний момент что-то очень личное. Может быть, какие-нибудь там плохие компании уже давно сканируют наши руки и пытаются нам что-то продать, вот, изучая наш характер. Или все-таки тут я еще поспешил с этим выводом? Ну, прям все по порядку. Не вопрос разорваться на всех, я удаленно то же самое принимаю. По поводу отпечатков. Ну, у нас же давным-давно уже телефоны с отпечатками, биометрию снимают. Уже давным-давно все считывают. Поэтому это неизбежно. И данные как раз... Почему бы этим данным не утечь? Все продается, все покупается. То есть, если людям нужно, они все равно эту информацию купят по тем же самым отпечаткам. Все равно в любом случае мы будем под колпаком. По поводу того, что знаки там могут иметь разные значения, либо еще что-то. Приходит ко мне человек и говорит, вот у меня крест на руке. Я ему показываю, я говорю, что, а почему вы видите крест? И я ему тут же показываю, что это у него квадрат. Он говорит, о, а я не увидел квадрат. Человек, когда сам смотрит, он видит то, что он хочет. А специалист подходит, то есть он смотрит на ситуацию с разных сторон. То есть он как раз человеку показывает варианты развития событий. То есть, в принципе, искусственный интеллект сейчас пока далек от этого, давать разные варианты. Он, скорее всего, выбирает один и показывает только один вариант. Скорее всего, возможно, там с какими-нибудь плюсами, минусами. А специалист скажет, нет, подожди, тут еще третий знак, мы тут не заметили, какую-то линию провести. Но в конечном итоге я больше говорю про то, что искусственный интеллект, он как бы все-таки помощник профессионалам. Да. Но если вы используете искусственный интеллект, допустим, то же самое хиромантия, да, и вы только начинающий специалист, скорее всего, вы наделаете кучу ошибок, и, скорее всего, это будет даже большим минусом. Вы попадете в огромное заблуждение. Да, потому что искусственный интеллект ищет короткую дорогу. Короткую и в кавычках правильную. Но у нас же есть разные варианты развития событий. Может быть, человеку как раз нужно пойти в обход, чтобы получить ту нужную информацию. Чтобы он наделал ошибок и чтобы он получил какие-то уроки. То есть пока я не войду в эту плохую дверь и не упаду там со скалы, я Совершенно никогда верно. там не стану, допустим, миллиардером, либо там миллионером, Конечно. либо там президентом. У кого там разные свои амбиции, но Да. если вы не наделаете ошибок, вы никогда к этому не придете, и ваша вот эта точка сдвинется там на следующие другие Да. жизни, и вы и так или иначе должны пройти этот опыт негативный. Это касается разводов, там, других, там, возможно, каких-то болезней. Конечно. Человек зарабатывает об этом опыт. Если мы подходим к хиромантии с точки зрения, по сути дела, и науки, и какой-то Да. религии, чего-то еще. То есть мы как-то это можем подтвердить и посмотреть. Да, что вот да, вот смотрите, вы много знаете людей, миллионеров, которые прям с легкостью, у него вот раз, которые сами зарабатывали, не которых там от пап, мам, да, досталось, а именно которые сами зарабатывали, у них раз, и все получилось прям с первого раза. не особо. Вообще ни одного. Они должны наделать ошибок, чтобы понимать, как вести бизнес, как двигаться. То есть это должно быть. А когда с помощью искусственного интеллекта мы начинаем двигаться, то здесь все просто легко. Но не бывает просто легко. Потом заберут еще что-то. В любом случае есть, заберут, по потому сути что дела, есть абсолют.
То есть Есть высший разум, есть высшие силы, там, как хотите называйте. Ну, на самом деле, я думаю, это тоже надо какой-то отдельный ролик делать про высшие силы, как искусственный интеллект сейчас находит, простите меня, разные там биополя, которые раньше мы не замечали. Да, В какой-то момент мне кажется, что каждая технология дается тоже свыше, когда человечество готово к этой конечно, технологии. готово, Какие да. компьютеры появились вроде бы с ниоткуда, кто-то сказал, что там упало НЛО и где-то там нашли, потому что с ниоткуда это реально появилось. То же самое, что искусственный интеллект, с ниоткуда мы тут нашли какие-то крутые алгоритмы, хотя десятки тысяч, там сотни тысяч ученых сидели и ничего не могли сделать, и оказалось, что вот она была проблема прямо рядом. Это очень как-то не по-научному звучит, но мы еще дальше этот вопрос изучаем. Но Мгм. самое главное, вот для меня интересно, как еще может видоизмениться профессия хироманта, вот если у вас будет искусственный интеллект, у вас будет консилиум, вот вы себе создали несколько моделей этих Мгм. агентов, да, и вы вот к вам уже приходит человек, вместо того, чтобы смотреть на руку, у вас уже будут сканеры работать, будет выдаваться портрет, да, вот человека, да, вот как-то это может как-то вообще видоизмениться вот в целом подход к самой профессии? Да, может, я же говорю, что может измениться, но опять-таки это должен работать специалист. Потому что я, допустим, вот у меня было лет, наверное, 10 назад, я смотрел руку одного тату-мастера известного, международного, и я ему говорю, а никто не замечал, я ему говорю, а ты левша, что ли? То есть по отпечаткам, по линии можно сказать, даже человек левша или нет. Он говорит, да, никто об этом не знает, я в школе переученный левша. Но мы же сами знаем, что когда работают две руки, у нас мозг работает лучше, правильно же ведь? Само собой, да. А когда человека переучивают, то у него там функции какие-то отключаются, то есть он левой рукой не работает. Соответственно, у него в мозгу какие-то функции тоже самое отключаются, затихают. То есть он не работает. То есть вот эти какие-то моменты, которые неизвестны, которые не были кому-то известны, либо заглушенные, да, мы можем как раз сказать по линиям. Искусственный интеллект, он может помогать как раз. То есть эту работу сделать более профессионально, более глубокой, Да, да. да, То есть, да. в принципе, вот этот подход мне очень интересен. Самое главное, что я, когда работаю с искусственным интеллектом постоянно, каждый день, по 12 часов в день, ребята, я вижу, как можно объединить необъединяемое. К примеру, есть профессия хироманта, да, есть Да. профессии другие, которые, допустим, эзотерические, возможно, есть профессии медицинские. И я вот даже попробовал помечтать, можно ли как-то объединить хиромантию, там, допустим, с какой-нибудь другой эзотерической наукой, там, не знаю, давайте возьмем пример. Гадание на картах Таро, к примеру, да, как-то вот объединять, да, там, или, допустим, не знаю, объединять там какое-то медицинское, скажем так, представление человека, он там пошел в медцентр, там сдал все Мгм. анализы, к примеру, да, и вот приходит к вам уже с картой, и вы там вставляете эту карту в искусственный интеллект, вы получаете свою какую-то информацию, то есть по сути дела, профессия это уже становится чуть ли не какой-то завод, да, это более, она как бы более сложная становится профессия, нелегкая. Она не легкая, никто не говорит, что она легкая, потому что у меня были люди, которые приходили на обучение, я обучаю, приходили на обучение. Я сначала, когда провожу обучение, у меня только индивидуальное обучение, я всегда разговариваю. Нужно, не нужно человеку обучаться. То есть встреча такая. И я говорю, что, а зачем вам нужно обучаться? Для чего вы хотите? Он говорит, я хочу. Я говорю, не вопрос, окей. Человек начинает учиться, проходит один-два раза и говорит, все, я не могу. Ему не дается это, он не понимает. Ему проще работать с теми же самыми картами. То есть не всем это дается, это нелегко. Второе, по поводу тех же самых заболеваний. На руках есть, опять-таки, точки и линии, и знаки по поводу здоровья. То есть у меня был случай, человеку сказали, что у него онкология, ему нужно оперироваться. Он пришел ко мне, а у него на следующий день должна быть операция. Он пришел ко мне и говорит, вот так, 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 у меня завтра операция, что вообще, то есть как бы есть или нет. У меня, говорит, у самого сомнений, что есть операция. Мне уже не один человек, специалист, говорил, что, ну, эзотерический, что у меня нету. Я смотрю руки, я говорю, что у вас знаков онкологии нету. И я не сказал, что не лечитесь. Я сказал, идите, пройдите еще раз тестирование и анализы сдайте. Пройдите. Сейчас можете отложить операцию, но не то, что вообще не делайте, а проверьтесь еще раз. Он проверился еще раз, и у него подтвердилось, что у него нет онкологии. То есть врачи просто могли ему прооперировать, там, а у него должна была платная операция. Мгм.
Вот именно что, вполне реально, да, чтобы... Ребята, да, на самом деле это очень классно, что можно иметь несколько мнений, допустим, да, и вот, допустим, если вы где-то что-то Конечно. сомневаетесь, не всегда нужно опираться на мини-хиромантию, сделайте 5 разных там у Да, специалистов проконсультируйтесь. Это просто, грубо говоря, для вас новое значение. Почувствуйте себя, допустим, там, президентом какой-нибудь там страны. У вас 15 консультантов, он никогда не да, принимает мнение и решения. Это, кстати, вот нашим молодым ребятам, которые только начинают свой там путь, да, там и в школах, и вообще, в принципе, в университетах. Ребята, никогда не нужно опираться на одно мнение. Нужно найти 3, как минимум, человека. да, Да, вот мы взрослые люди, да. мы же говорим вам, как это на самом деле есть. Называется это здравомыслие, как-то там, что-то вот в этом роде, да. 3 главные темы, 3 главных специалиста в этой теме, да, пускай они вас проконсультируют, и тогда принимаете решение. Особенно по вопросам, наверное, и медицины. Сколько раз у меня было, разные специалисты, разные те же самые анализы, разные лаборатории. Если что-то прям реально серьезное, проконсультируйтесь. Конечно, да, Да. потому что даже, я же говорю, что мы все живые люди, и те же самые врачи, и там и лаборатории тоже могут совершать ошибки. Поэтому, если вы не хотите идти к специалисту в плане эзотерики, даже если по поводу заболеваний, пройдите в нескольких, там, 2-3 лаборатории те же самые анализы. Просто чтобы одно другое подтвердило, вот и все. Вот. Это как бы вообще, в принципе, очень интересная такая система, но возвращаясь к искусственному интеллекту, по сути дела, хиромантия сводится к тому, что мы просто читаем линии руки, да, Так. а есть ли там что-то еще помимо вот линии руки? Может, там какие-то есть знаки, точки мелкие, которые мы вот не видим нашим взглядом? Вот мне вот этот интересно, были ли у вас какие-то, возможно, моменты, где вы просто понимали, что какой-то знак, который вы совершенно не видели, то есть ранее? Да, я же говорю, что у меня есть такое, что как появляется новый знак, для меня появляется новый знак, вот приходит человек, я смотрю, новый знак появился. И я уже смотрю у нескольких людей новый знак. Потом я начинаю работать в этом плане на своих руках, на руках близких. Что это за знак? Какое имеет значение? Потому что хиромантия как многослойный пирог. Один знак может иметь несколько значений. Поэтому всегда нужно сочетать на тех же самых руках по разным моментам. То есть один и То тот есть же знак. тот же знак, еще в зависимости от того, какие знаки рядом, Да, да, даже в какое время это зависит. Кстати, да. ребят, я, наверное, попрошу сейчас Алексея, раз у нас такая тема интересная, прочитать мою руку, чтобы он реально показал, как это работает, потому что мне самому очень реально интересно. Вот, я знаю, что это не так просто глянул и посмотрел, да, вот со стороны. Давайте реально вживую посмотрим. Алексей, вы согласны показать, как Я это работает? согласен, да, почему нет? Хорошо, ребята, смотрим, как это, в принципе, работает, Алексей. Давайте начнем. Так, я должен правую руку, да? Да, правую Правую. руку, да. И мне от вас нужны вопросы, хотя бы направление, куда двигаться, Ой, что ребят, смотреть. давайте проверим, будет ли успех этого YouTube-канала, да? Вот, возможно ли об этом узнать? Начнем с него. Ну, смотрите, во-первых, вот давайте вот так вот. Линия жизни, линия головы, линия сердца, линия судьбы. Линия судьбы у нас в основном отвечает за работу, за деятельность. Она у вас идет с середины ладони. То есть это говорит о том, что все, что вы будете делать в жизни по работе, вам будет даваться с большим трудом. То есть без труда не выловить рыбку из пруда. Вот, не знаю, насколько это так, но вы это можете сами подтвердить. То есть ничего легкого в жизни не будет. Но есть хороший момент. Это как раз к сочетанию там Таро, астрологии. У нас разные холмы, они называются как по астрологии. Допустим, холм Венеры, то есть с планетой. Вот этот холм, холм Солнца, у нас отвечает за социум, за какую-то известность, славу. То есть любой знак на этом холме, одна линия, там две, то есть россыпь линий. То есть любой знак на этом холме говорит о том, что судьба дает возможность быть известным, счастливым и удачливым. То есть несмотря на вот эту сложность, это как раз то, что мы с вами говорили, что нельзя просто взять и начать. То есть должны быть ошибки, должны быть сложности. То есть через какие-то сложности вы можете достичь какой-то славы и известности. То есть, сложностей у меня, в принципе, не будет, я к этому, скорее всего, и не приду, да? Можно так интерпретировать? Нет, можно прийти, но опять-таки это будет на какой-то период времени. То есть вы выиграли в лотерею, получили какие-то деньги и тут же их прогуляли. Но вы же можете достичь славы и известности, вложив эти деньги.
Я понимаю, да. Получается, что в любом случае вот эта вот сложность, которая, допустим, у меня на руке Да, присутствует, она, по идее, мне говорит о том, что это часть моей судьбы, и вот чтобы достичь каких-то больших высот, да. они, грубо говоря, есть, да, там на холме, в принципе, это возможно. Так, давайте вот следующий вопрос, мне интересно. Вот давайте вот так, дети, сколько вот у меня есть детей, вот, мне вот на сегодняшний день? Это 2025 год, ребят. Но смотрите, мы опять-таки то, что я говорю, что по знакам, по линии мы можем смотреть э, возможности, а есть сколько должно быть. То есть по линиям детей. Вот здесь вот мы можем смотреть потенциальных, сколько возможно. Мгм. В этом месте мы можем смотреть прям именно рожденных, сколько должно быть. Вот сейчас на данный момент у вас есть вот одна линия, вот вторая. То есть у вас должно быть двое детей. Мгм. Хорошо. Вот, В принципе, да, правильно, но только у меня один пока ребенок, вот, но вы же ну, планируете? планируем, да, да. А возможно уже, кстати, может быть и второй, я только об этом не знаю. А, ну, Возможно, об этом еще не знаю, кстати, это будет интересный вопрос к моему партнеру. вот. Вот. Так, а следующий момент, мне вот интересно про деньги, да, вот люди сейчас очень сильно заняты деньги, мы про карьеру узнали, что будет с деньгами? Вот смотрите, именно по поводу денег. Линия головы, линии судьбы, линии гепатики. Денежный треугольник, он у вас есть, закрыт со всех сторон. Плюс еще, я считаю, что самый основной знак в финансовом плане, это как раз вот это вот знаки на холме солнца, то, что судьба дает возможность быть известным, счастливым, удачливым. То есть, в принципе, все благоприятные знаки по финансам, они у вас есть. Говорить о том, что вы будете сильно нуждаться, пить воду, кушать хлеб, сильно нуждаться, у вас нету. Но я повторяю, что с учетом того, что линия идет с середины ладони, сложности в работе, они могут быть всегда. Но это нормально, потому что у нас не может жизнь идти либо в рост, либо ровно. Не бывает такого. Жизнь идет волнообразно. Ясно. Вот, а такой вопрос по поводу именно знаков, которые прям вот сказать, судьбоносные. Может, хотя бы один-два выделить, где прям вот точно что-то видно, что вот... Ну, судьбоносный знак, ну, давайте начнем вот с некоторых моментов. Линия жизни, она у вас говорит о том, что у вас в роду был какой-то долгожитель. То есть у вас есть долгожитель, который за 80 перешагнул. И вам то же самое грозит. У вас линия долгожителей. Это судьбоносный момент, то есть маркер. Плюс еще, смотрите, по соотношению к другим пальчикам, видите, мизинчик опущен. Мгм. Это говорит о том, что у вас есть какой-то признак неуверенности в себе. Он, может быть, был. Отсюда и ваша ревность. У вас есть знак ревности. Но ревность это не обязательно в семейных отношениях. Это в работе, это в семье. Если, допустим, есть братья и сестры младшие. То есть, когда появляется ребенок, ну, брат, сестра младший, родители могут уделять большее внимание именно ребенку. Соответственно, у нас ревность появляется. Но этот момент можно как раз прорабатывать. Это форма руки. Вот эта неуверенность. То есть это форма руки, которая видоизменяется, и она может Нет, меняться. форма руки не меняется. Знаки могут меняться. Знаки, линии могут меняться, форма руки не поменяется. Мгм. Так, скажите тогда по следующему моменту, какие-то, может, знаменательные встречи, вот, возможно, есть? Что-то прям вот яркое, то, что можно заметить? Ну, у меня сейчас нету с собой линеечки. Вот в районе 22-20 лет было какое-то знакомство, которое, может быть, с человеком вы до сих пор проводите время, та же самая супруга, либо хороший друг, подруга. Да, конечно, да, много было знакомства, там Нет, даже не это такое прям вот значимое знакомство. значимое знакомство. Думаю, да, есть. Вот, это как раз вот есть линия, вот она вот так вот отходит. Это как раз знакомство, которое значимое в вашей жизни. Мгм. Но я повторяю, что на руку нельзя просто взять и посмотреть. М. Это существует специальный трафарет, с помощью которого мы вымеряем именно дату. Мы Даты именно. датируем, да. Плюс еще у вас есть в районе 29-30 лет была ли какая-то смерть, не знаю, близкого родственника, друга?
Да, конечно, были смерти, да, и Значимого родственников, человека. и значимого, да, да-да. Вот опять-таки у вас проходит линия, говорящая о смерти. У нас на руках может отображаться, то есть может не отображаться, там, не знаю, рождение детей, либо еще что-то. Смерть, как своя, так и чужая, отображается всегда. Мгм. Вот, но смерть близкого по духу человека. То есть у нас, у некоторых людей, мы можем увидеть смерть кошки, нежели мамы. Вроде бы мама это мама, да? Но как оно отображается, я не знаю сам до сих пор. То есть Интересно. это опять-таки вот высшие силы, да? Вот, и вот как раз смерть отображается всегда. Это вот и есть маркер. Это такой маркер, который, скорее всего, очень важен для тебя. То есть на руке, получается, самые важные события, которые, в Да, принципе... потеря близкого человека по духу. Мгм. И вот как раз я изначально ориентируюсь по этим маркерам, чтобы точнее, более точнее говорить людям по поводу нынешних событий, либо будущих событий. Понятно. Наверное, такой, ребята, крайний вопрос для меня по именно руке. Сейчас молодые ребята ищут свое предназначение, либо вообще от него отказываются. Вот можно ли по руке сказать, какое, вот, допустим, возможно, у вас предназначение? Конечно, по рукам можно сказать, но опять-таки здесь нужно оговориться. Мы не можем сказать, что там будьте, ну, допустим, если это сфера юриспруденции, то, что там будьте адвокатом или там будьте прокурором. Мы по рукам можем сказать направление. То есть, допустим, вам хорошо было поработать в юриспруденции. Куда вы пойдете? Это как учеба в медицинском Мгм. институте. Вы сначала учитесь, а потом выбираете специализацию, то есть специальность выбираете. То же самое у вас. У вас есть знаки, говорящие о том, что вы должны в этот раз на земле, то есть вы на ступеньке учительства, должны передавать свои знания, умения. Любая сфера, это не обязательно в прямом смысле слова стоять возле доски, преподавать русский язык, математику. Нет, любая сфера. То есть у меня, к примеру, недавно человек приходил, он философ, но он говорит, мне как-то вот не дается. И мы с ним, то есть накидали варианты развития событий, и он потом говорит, я понял, что я буду через приготовление пищи людям доносить философию. Интересно, то есть То другой есть подход. какая разница с помощью чего? Это вот из разряда «я хочу помогать, я должен помогать людям». Какая разница, с помощью чего мы помогаем? Стоим мы возле операционного стола, словом в церкви или психологом? Какая разница? Мы помогаем людям, которые нуждаются в нашей помощи. Больные люди. Не люблю это слово, конечно, но больным. То же самое у вас. Вы должны передавать свои знания и умения. Не обязательно стоять возле доски. С помощью вот вашего канала вы можете то же самое передавать знания тем людям, которым нужны эти знания. Супер. Такой, вот просто мега крайний вопрос. Какой-то, может, необычный знак вы увидели, то, что, может быть, знаете, встречается редко у кого. Если нет, хорошо. Если нашли, супер. Я не знаю, как по поводу редко-нередко, но смотрите, вам не нужно объяснять, что в нашей жизни присутствует и есть магия, мистика, эзотерика. У вас у самого есть способности в этом плане, вы видите дежавю, вещи и сны, у вас интуиция довольно-таки сильная. И не всегда у нас наше желание может сочетаться с нашими там возможностями, еще с чем-то. Существуют люди, которые, опять-таки, просто начитавшись в интернете, начинают делать какие-то ритуалы, либо еще что-то. И у нас на руках может отображаться те или иные якобы воздействия. Вот. У вас есть знаки, говорящие о том, что было какое-то определенное воздействие. Это не обязательно в прямом смысле слова сглаз, порча или еще что-то. Слово, сказанное в сердцах, может иметь больше значения, нежели делать целенаправленно. Опять-таки к вопросу об искусственном интеллекте. У нас бывает такое, мы можем загрузить фото, получить какие-то данные, но у нас же на руках бывают там бородавки, точки, родинки, красные сосудики лопнули. Точка – это всегда негативный знак, негативный момент. И они бывают блуждающие, такие гуляющие. То есть родинка может двигаться. Это тоже негативный знак. Мгм. Вот. Поэтому, да, у вас есть момент того, что вам что-то было сделано. Мгм. Но мы Всё. можем определить период, но по рукам сказать, кто, что, чего сделал, мы не можем сказать. То есть это уже должны работать другие специалисты, которые именно в этом работают. Понял, понял. Мы здесь просто по рукам, мы диагностируем. Понятно. То есть, в принципе, ребята, вы видите, как это работает практика, вообще безумно интересно. Мне кажется, если будет искусственный интеллект сканировать вашу руку, там, вырисовывать линии, да, то есть вообще можно все по миллиметрам
скажем так, рассмотреть. Я думаю, что недолго времени займет, что мы увидим Алексея с какой-то там AI-штукой интересной, где будете приходить к нему на консультации, и он действительно будет как, не то что как бы даже врач, это как какой-то оператор, да, вы будете так ставить 2 ладони, да, и, в принципе, получать информацию в том виде, в котором... По, по поводу врача, ко мне недавно приходила женщина, она врач-онколог, назначает химиотерапию. Она прям прибежала такая, прямо радостная, довольная. Она говорит, он говорит, я здесь поработала, посмотрела с искусственным интеллектом. И потом раз так погрустнела, говорит, я понимаю, что через несколько лет моя специализация не нужна будет, потому что тот же самый искусственный интеллект, то есть через искусственный интеллект можно будет получить какие-то данные. Я сижу и понимаю, что она не права, потому что одно дело получить данные, а другое дело назначить химиотерапию, то есть назначить дозу той же самой химиотерапии. То есть это все равно должен делать живой человек. Но не может быть, чтобы вот искусственный интеллект полностью заменил. Да, он много может заменить, там чуть ли не 80% профессий. Но те люди, которые должны работать с людьми, как их можно заменить? Принимать, скажем так, важные решения. Ребята, это очень такой важный вопрос, на самом деле. Я поднимал в других подкастах, можете посмотреть предыдущие, скажем так, видео. Задача, в принципе, стоит такая, что кто отвечает за то решение, которое выдал вам искусственный интеллект? Это сам искусственный интеллект, либо вы уже на базе этой информации, сделавшие вот эти шаги? Вы же не можете прийти и сказать, что искусственный интеллект мне посоветовал. Да, Да, он же, и я вот решил сделать. Вы же не можете на него сказать, а кто, когда, у него нет ни конечно. фамилии, ни имени. Это просто технология, как какая-то определенная как бы книжка. Вот. Опять-таки другой момент. Искусственный интеллект, откуда он берет информацию? Значит, информацию закладывает же кто-то, правильно же ведь? Я думаю, что информация вообще это черная коробка. Мы вот к чему сейчас пришли, что мы работаем с черной коробкой, мы знаем, что она работает, но достоверно сказать, почему она вот так вот выдает результат, никто не может. Не, но она же вот эта черная коробка, то есть туда информацию кто-то положил в черную коробку, плюс еще в того же самого робота, то есть искусственный интеллект, кто-то занес букву. Кто-то занес, но мы Да. даже не знаем, что туда занесено и почему он Что работает. да, но я про то, что почему правильную информацию занесли? Почему тот же самый оператор, который заносил информацию в того же самого робота, он написал, что Солнце круглое, он же мог написать, что Солнце квадратное? Кстати, это вот, да, это тема подкаста именно уже с нашими ребятами, IT-специалистами, скажем так, Да, даже бы хирургами в IT, да, мы назовем их такими гениями. Это сложный вопрос на самом деле. Обучать нужно на ошибках, либо обучать на том, что есть на самом деле, потому что на ошибках можно научиться чему-то намного больше. Это философский то, что вопрос. я и говорил, что на ошибках нужно учиться. То есть, опять-таки, возвращаемся к тому, что я считаю, что неправильно подойти к искусственному интеллекту, поработать в приложении и получить информацию. Человек должен совершать ошибки. Я считаю, что да, если мы действительно создаем настоящий искусственный интеллект, он должен реально там уметь обжечься, да, там уметь видеть что-то не то поехать, полететь на Марс, получить весь опыт, который бы получил бы человек, и перевести его обратно и рассказать нам. Потому что наверное, первое, куда я вижу, куда могут отправить этого же робота, да, который там делает Илон Маск, это на Марс, там, или на другие планеты, где он будет ходить, все исследовать, а не только, в принципе, рассказывать нам, какого Да. там цвета, там, не знаю, там, почва, да, вода, если она там существует, а вообще в целом, как там живется, да, снимать какие-то интересные моменты, даже делать какие-то, наверное, я бы сказал бы, истории, да, нам Мгм. присылать истории, там, сказки, книжки, что-то еще, потому что это искусственный интеллект, ему нужно чем-то заниматься. Да. Вот. Но мне на самом деле вот безумно интересно узнать еще об одном. Я понимаю, что эта информация может быть конфиденциальная, но кого вы можете, ну, не раскрыть, а сказать, какие вот типа звезд к вам приходили, вот известных людей, вот у них руки похожи, различаются, либо все-таки вот если человек известный, там, может быть, богатый, если он там известный, возможно, предприниматель, не знаю, они есть знаки или все-таки разные руки у людей? Ну, в целом оно одинаковое. Ладони 5 пальцев. Мгм. Это у всех. Ну, у кого-то там не бывает пальцев, но это вопрос другой, да. Ну, в целом одно и то же. То есть и в целом как раз именно и линии то же самое, одни и те же. Мы по хиромантии смотрим именно по мелким знакам. Ну, к примеру, там тот же самый знак покупки автомобиля, это маленький тоненький знак, который можно увидеть с помощью лупы. То есть его нельзя прям вот так вот взял и посмотрел. Мы не увидим. Поэтому
я даже не хочу называть фамилии, ну, у меня приходили как... Очень интересная ситуация у меня была. Это к тому, что люди развивают сейчас такая вот эра Водолея. Пару лет назад, да, в 23-м году ко мне пришли в один день 2 человека. Реально пришел бомж, который накопил денег, пришел на консультацию. Он говорит, я хочу меняться. Он говорит, я умею водить машину, я устроился на стройку разнорабочим, чтобы пойти в школу, получить права и потом работать. То есть человек захотел поменять свою жизнь прям кардинально. За ним пришла женщина, девушка, министр молодежной политики. Он говорит, я уже устала сидеть в министерском кресле, я хочу заниматься эзотерикой. У нее есть способность. Это я к тому, что если у нас заложено определенный момент, то судьба и высшие силы в любом случае к этому выведут. Прям вот в любом случае. Получается, что судьбу не изменить? Вот здесь вопрос интересный. То же самое я в своей практике применяю коррекционную хиромантию. Инструмент рабочий. В 2013 году, на тот момент в Японии был по этому поводу бум. То есть делали операции на ручках. И один из телеканалов попросил сделать вот такую операцию на руках у нас здесь. Мы нашли маму с дочкой, сделали операцию. Это первую сделали у нас в стране. Девочку прям кардинально поменяла. То есть у нее была одна специализация по образованию. После коррекции прям поменялась. Мы нигде не можем взять чужое. Это нереально. Мы просто приближаем те или иные события. Мы коррекции как раз придаем силы, энергии и уверенность. То есть, когда у нас много вот этих моментов, силы, энергии, уверенности, нам что хочется? Нам хочется двигаться вперед. Существует коррекционная хиромантия защитная. То есть, допустим, у человека маркер попасть в ДТП, разбить металл в хлам, с человеком все хорошо, он просто разбить металл в хлам. Делая коррекцию защитную, мы снимаем негатив. Он в любом случае попадет в ДТП, но он разобьет только фару. То есть мы уменьшаем воздействие от этого негативного знака. То есть мы коррекцией, мы не можем прям кардинально изменить нашу жизнь. Это такой больше вопрос даже к изучению, я бы сказал, действительно ли она помогает, либо приближает. Я понимаю, что есть какие-то кейсы, но там на одном, двух, даже, может быть, 100 тысяч кейсов достаточно тяжело сказать, что она помогает всем, но попробовать, если вообще ничего не осталось, в принципе, можно. Здесь, опять-таки, у нас многие люди приходят и говорят, вот хочу поменять, давайте делать коррекцию. Я говорю, окей, хорошо, давайте делать коррекцию, не вопрос. А у человека заложено то, что вот он сейчас делает коррекцию, сядет на диван, будет пить чай, кушать плюшки. Это так не работает. То есть человек должен что-то делать к тому, чтобы у него именно складывалось по-другому в жизни. Ждать, не знаю, там, хорошей жизни, лежа на диване, это невозможно. Жизнь — получится. это продвижение, да? Конечно. Вот ваши советы, вот вы видели 10 тысяч рук, допустим, да? Да. Разных людей. Вот ваши советы, вот молодым, особенно ребятам, людям, которые сейчас хотят менять свою жизнь в эпоху AI, мы все меняемся, мы все заново к новому подходим, да, к тому же самому, там, не знаю, чайнику, да, там, к тому же микроволновке, она уже более умная, к тому же самому телевизору, даже книги умные появились, все умное, мы иначе начинаем пользоваться теми же самыми вещами, все меняется, вот. Какие вы советы дадите, вот, на самом деле? Здесь только совет можно такой дать. Если захотелось прочитать книжку, сидим, читаем. Если захотелось пойти на ту или иную работу, идем и делаем. Не сидим и ждем, когда нам сказал искусственный интеллект, вот там в 25 ты станешь богатым. Не сидим, не ждем. Потому что если нам сказали, то мы будем просто сидеть. Мы не получим. Нужно что-то делать. Точка отодвинется и будет отодвигаться Конечно, у человека есть возможность, но она отодвигается. И здесь уже человек будет винить кого? Не себя, а искусственный интеллект. Он же мне сказал, что я в 25 стану богатым. Зачем мне идти работать, если у меня оно само упадет? То есть здесь в любом случае двигаться. А может ли, допустим, искусственный интеллект защитить людей, допустим, я сейчас адвокатом выставлю, от непрофессионалов? Я понимаю, Алексей, что вы профессионал, а много людей, которые, в принципе, думают, что они профессионалы. Это очень страшный такой момент, когда человек думает, что он профессионал, или думает, что он знает. Это отдельная тема, ребята, тоже для подкаста. Все-таки, обращаясь к искусственному интеллекту, может хотя бы понять, да, вот, как бы, действительно ли человек, как бы, по крайней мере, в той стихии, да, как бы,
тяжелое слово отфильтровать, либо проверить, да, как второе мнение, да, это правильно вообще? Ну, смотрите, у меня всегда было такое мнение, что если человек профессионал, если человек не скрывает, что, чего, как, во-первых, если у нас же существуют разные соцсети, у нас существуют кабинеты, еще что-то, да, да, человек может работать удаленно, но если человек профессионал и ничего не скрывает, у него всегда будет кабинет для работы. Он всегда на аватарке будет своим лицом. То есть Мгм. он не будет ставить какие-то ладонь, либо там зверюшку, либо еще что-то. У него всегда будут контакты, у него всегда будет офис, потому что, да, могут обращаться люди онлайн, но у него и там, где он живет, у него тоже есть кабинет. В Мгм. любом случае. То есть смотрите вот на эти моменты. Подождите, а вот есть же психологи, которые только начинают, без опыта, да, и люди к ним Отлично. приходят. Да, то же самое, если на хироманты, которые только начинают, Да, без опыта. отлично. Шанс того, что они дадут ошибутся в чем-то и расскажут о том, чего, ну, возможно, и вообще никогда не может быть и не было, вот очень большой. Я вот больше к этому моменту подвожу. Как бы, ребят, я за то, к сожалению, что я вижу, да, вход в профессию профессиональную. Если раньше там нужно было там 2-3 года, с развитием искусственного интеллекта нужно намного больше лет, потому что есть человек, который проверяет, да, допустим, это учитель, а теперь есть человек, который еще с вами конкурирует, это AI, да, и Мгм. как минимум нужно делать на его уровне, а уже профессиональность, уже углубленность, авторство, это Мгм. уже как бы чуть позже. Мы это все понимаем, люди, которые повзрослее, пройдя этот опыт огромный, да, что когда мы только начинали, ошибки у всех были, да. Да. Может ли как бы я и корректировать эти ошибки, да, вот больше как учителем выступать, ментором. Вот тут ваша авторская программа, к примеру, с помощью AI, да. Ну, да, мы то, что говорили, он может выступать как учитель, но опять-таки тот же самый начинающий хиромант, он может делать ошибки, он и должен делать ошибки. Это все проверяется опытным путем. И есть люди, которые там, специалисты, которые берут очень большие деньги за это, да, у них направлена работа именно на зарабатывание. Есть люди средний сегмент, есть дешевые, то есть ну, не так много берут. Но это все равно в любом случае выбирать человека, который идет к специалисту. Но могу сказать сразу же, что нормальное состояние человека, что мы хотим за копейку, мы хотим вот такую информацию. Но вы сами знаете, что информация, хорошая, достоверная информация, никогда не будет стоить копейку. Да, кстати, вот это мой первый самый ролик, ребята, если вы посмотрите, это именно об этом, что раньше я считал, да, как нас учили, что жизнь это самое дорогое, что есть у человека, да. Хотя у меня книга на эту тему написана, а я считаю, что информация, потому что ту информацию, которую вы получаете ежедневно, вы берете ее в себе в уши, в голову, в мозг, и вы идете потом и делаете Да, какие-то поступки. Если вам сказать что-то другое, вы сделаете другое. И поэтому информация, пока я выше, чем информация, ничего не нашел, наверное, я только учусь, я не понимаю. Я дошел вот до того, мне заняло это долгое количество времени, чтобы понять, что именно информация, проверить на своем опыте. Я сначала думал, там, здоровье, жизнь, как все говорят. Нет, ребят, вот именно информация. Если да. вы будете хорошо, классно питаться, шанс, что вы проживете здоровую, классную жизнь, он увеличивается в разы, да. Вот, поэтому и Алексей, когда рассказывает, что информация, да, стоит там своих денег, ребята, она реально стоит, она меняет вашу жизнь. Деньги все-таки в какой-то момент это настоящее, да, информация, она остается с вами, она идет с вами дальше, в будущее вы обдумываете, а деньги вы там отдали и забыли. У меня другой такой вопрос, Мгм. вот, наверное, важный. Я понимаю, есть руки детей, их, наверное, трогать нельзя, да, или все-таки бывает такое, что приходится их читать? Опять-таки, здесь смотря, что мы читаем, для чего мы смотрим руки. У меня появился племянник, и когда мы его забирали из роддома, ну это прям буквально 3-4 дня, да, то есть как бы, я посмотрел общие руки его, то есть общие линии. Общие линии уже есть, То есть он уже рождается судьбой, получается? конечно, А как вы уже думаете, с когда она линиями. формируется? В утробе? В утробе. В утробе? Линия формируется уже в утробе, когда появляется тельце. Линии на руках, на ладошках уже появляются. А это вообще правда, что люди могут видеть, вот я где-то читал такую информацию, мне кажется, вот именно связано с судьбой, что судьба вообще линии формируется до 2 лет, да, прям серьезно меняется, формируется еще. Нет, я вам могу сказать по-другому, что дети до 3,5 лет помнят свои прошлые жизни, воплощения, вкусы, запахи. То есть Да? они А помнят. вот какие-то примеры, вот проявления, может, вы таких детей Примеры видели? могу привести на своем сыне. Мгм. Ему было 2,5 года, он у меня родился в 96-м году. Как мы знаем, что одна из войн
началась в 95 году. Он у меня похож, прям вот на кавказца похож. Мгм. То есть такой рыжие чуть волосы. И он как-то играл на даче в комнате с моей мамой и лег в неестественную позу. У него мама спрашивает: Дим, что с тобой случилось? Повторяю, что ребенку 2,5 года. Он говорит: меня в Чечне убили. Мгм. Откуда ребенок 2,5 года знает про чеченскую войну, знает как что чего? Ему языки легко даются кавказские. То есть он даже некоторые языки, там же есть, ну, допустим, абхазский язык, он же, там есть горловые звуки, горловые буквы, которые можно выучить только с рождения. То есть в возрасте их уже нельзя выучить. А он, когда вырос, ему уже было за 18, он легко, ему давался этот язык. Интересно. То есть это помнит его, там вот генетика, генетическая память у него есть и осталась. Скажите, а вот бывалась ли такая возможность встречать у детей индиго руки? Вот эти люди, дети, Конечно. которые не жили на этой нашей планете, они вот только-только приходят. Но по поводу жил на этой планете или нет, то есть мы не можем сказать. Но есть определенные моменты. Допустим, когда соединяется вместе в одну линию линии головы, линии сердца, вот так вот проходит через всю ладонь. Мгм. Это так, повторяю, что хиромантия как многослойный пирог. То есть, с одной стороны, это знак Дауна, то есть он Мгм. так называется, обезьянья складка. Второе значение, там третье значение, это определенная миссия у человека. Мгм. То есть мы же не знаем, где правильно. Может быть, мы с вами ненормально, а как раз вот даунята, там солнечные детишки, это как раз есть норма в нашей жизни. Мы же не знаем. Мгм. Вот, но это как раз вот именно человек с какой-то определенной миссией. Если еще сочетается у него там, есть знаки по поводу помощи другим, то есть это определенный человек, там, врач, хирург, который должен достичь мирового уровня, допустим, там, как Рошаль, да, Мгм. вот, или у него есть знаки по поводу учительства, то есть это определенный учитель с миссией определенной. Ну, хорошо, вот тогда получается, что вот со скольки лет вы советуете уже можно, в принципе, пользоваться хиромантией? Опять-таки, смотря что мы хотим посмотреть. Если мы Смотря хотим что. общие моменты, мы можем посмотреть хоть с рождения. Если мы хотим посмотреть какие-то определенные моменты, ну это, опять-таки, что значит определенные моменты? Направление, куда идти двигаться, то есть как бы специализация, ну это можно уже смотреть, не знаю, там лет в 12-13 можно смотреть. У меня такой вот странный вопрос на самом деле. Вопрос в том, ну, когда человек, допустим, умирает, да, у него же рука еще, ее смотрит после смерти руки, там живет дальше судьба, либо все-таки после смерти как-то уже рука видоизменяется. Нет, она остается, она просто становится холодной, там сморщивается и все. То есть, Прочит- смотреть смотрит, я тоже работал, ну, работал, как работал, прям приезжал в морг и смотрел людей, да, но опять-таки, есть, смотрите, какой момент. Человек умер, мы смотрим его руку, мы смотрим определенные моменты. Мы же не можем нигде узнать, что происходило с этим человеком. Человек-то умер. У Ну, человека мы не то, можем что спросить. происходило, да, а вот что-то после смерти, что-то с ним происходит, и на руке можно прочитать, это пока Нет, невозможно. это То да. есть прошлые жизни остались в прошлом, да, Как? эти руки не взаимосвязаны, то Нет, есть. а как они могут быть взаимосвязаны? Человек все прошел этот этап жизненный, все. Вообще было бы интересно сделать такой эксперимент, знаете, вот типа взять руки всех, ну не всех людей, Ну вот, да. да, и посмотреть, какая, может быть, судьбы были, если он был перерожден, к примеру, если мы об этом действительно, ну, в это верим, да, как-то сравнить и вот их судьбы. Где-то же должны быть пересечения в каких-то моментах. Ну, здесь не могу ответить на этот вопрос, потому что как, где взять столько рук и где взять вот эти моменты, которые мы можем проследить жизни. Ребят, я думаю, что это классный вопрос. Возможно, мы с Алексеем сделаем очень крутой проект по хиромантии. Мы это будем с вами обсуждать все совместно на этом канале. Канал для всех, ребят. Каждый может прийти и рассказать о своей профессии. Но самое главное, что вот такого рода проекты, да, масштабного, да, интересно, это по сути дела, ребята, эксперимент, который мы можем подтвердить как-то научно, да, Да, линии, всякие знаки, да, это, по крайней мере, в это не то, что можно поверить, а можно, по крайней мере, с этим работать уже, взять в работу, в научную, серьезную работу. Когда там человек приходишь, и там он смотрит на воду и рассказывает тебе о твоей судьбе, и, возможно, он попадает, да, это круто, но проверить это невозможно. То здесь как-то, по крайней мере, можно это проверить, подтвердить, ну, хоть какая-то есть зацепка. Понятно, что есть да. люди разные, эзотерика такая тема, она очень серьезная. Вот, сейчас еще все больше и больше людей туда приходит, тянется. Там очень много и, так сказать, обмана. Мы называем людей, которые думают, что они знают, что они умеют, Да. а есть, которые реально что-то, чего-то чувствуют, и, возможно, что-то действительно вот у них происходит.
Вот. И мне кажется, что искусственный интеллект здесь реально очень сильно может помочь именно вот и фильтрации, и валидации именно той либо иной информации. Это касательно психологических тоже практик. Вот, имея вот те знания, которые вы Мгм. сейчас вот имеете об искусственном интеллекте, да, возможности, наверное, уже читали, знали, да, о нем. Я вот задаю вам такой Чуть-чуть. финальный, такой самый финальный вопрос. Допустим, не знаю, вы у нас управляете планетой Земля, либо там целой Так, Солнечной системой. Есть некая цивилизация, так. да, вот. Знаете, что там существует, наверное, жизни до, будут жизни после, да. Мгм. И вот ученые, да, к вам пришли и сказали: Алексей, вот есть такая технология искусственный интеллект, да, вот есть плюсы огромные, есть огромные, наверное, минусы. Мгм. Вот вы бы разрешили бы ее использовать в своей цивилизации, либо нет? В данный момент, Я думаю, что это вопрос больше философский. я понимаю, но в Да, данный момент нет, потому что люди не готовы. В данный момент не готовы. Люди хотят здесь и сейчас ничего за это не платить. Я сейчас не в плане финансовом. Они хотят сидеть на диване, ничего не делать, но получать вот такие блага жизни. Это так не делается, так не работает. Искусственный интеллект, повторяюсь в очередной раз, что он может быть подспорьем специалисту. да, да, я имею в виду именно специалиста. Я, кстати, думаю, что вот AI и изменит эту политику, что люди, которые сейчас хотят ничего не делать и получать все, как раз-таки у них вообще ничего не будет, да, а вот те, кто будут использовать искусственный интеллект, кто возьмет это на свое Да, вооружение, станет еще круче, там, богаче, создадут свои все бизнеса, там, да, добьются своих целей намного успешнее. И это будет реально кейсы, когда мы там, допустим, видим какую-нибудь фотографию на каком-нибудь в социальной сети, да, сколько раз этих примеров, что человек просто фотографирует в этот образ, люди влюбляются, а на самом деле там вообще не так. Сколько артистов у нас было, не у да. нас, да и за границей, везде, когда там человек поет там классные песни, а потом оказывается, что он наркоман. Вот, понимаете, или что-то еще, прям такая тяжелая судьба, мы все любим его песни, да, с одной стороны, либо, да, а с другой стороны понимаем, что судьба у него не совсем-то и яркая, а все Но хотят быть он же, похожи на него, да. да, но он же шел к этой судьбе, то есть он шел к этой картинке. Как он дошел? Через сложность, через трудности. Это что же там та же самая наркомания или алкоголизм, это тоже же заболевание. Через что он прошел именно к своему, то, что он имеет. И когда ко мне приходят и говорят, а сколько я проживу, ну я повторяю, что я не отвечаю на этот вопрос, я всегда говорю, что не важно сколько, важно как. На самом деле это очень правильно. Ребята, всем спасибо. Ставьте ваши лайки и комментарии. Если вы хотите реально второй подкаст с Алексеем, я буду ждать, да, сколько Я там, только за. да, да, хорошо. Мы уже получили согласие. Ребята, давайте там, в зависимости от ваших просмотров, чем их будет больше, тем быстрее мы сделаем второй И подкаст. Пишите ваши вопросы, замечания, все, что вы хотите пускай узнать. пишут, что хотят услышать, что хотят, о Да, чем рассказали. все. Большое вам спасибо, Алексей. Благодарю. До свидания.